Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске масштабный пожар уничтожил деревню в Малайзии. К Земле несется астероид, получивший прозвище «Бог хаоса». Наводнение в Новой Зеландии, Ираке и Бразилии. А также другие, не менее интересные события. В малайзийском штате Сабах произошел масштабный пожар, практически полностью уничтоживший плавучую деревню Кампунг-Бахагия в Сандакане. Возгорание началось в воскресенье около половины второго по местному времени, в то время, когда большинство жителей спали. Огонь, подгоняемый ветром, быстро охватил плотно застроенные деревянные дома на сваях. К моменту прибытия первых подразделений пожарной службы пламя уже распространилось на значительную территорию. Работа спасателей, прибывших из Сандакана и Кинабатангана, была серьезно затруднена узкими проездами, которые не позволяли технике подойти близко к очагу, а также условиями отлива, из-за чего забор воды из моря стал невозможным. По официальным данным, стихия уничтожила около 200 жилых строений, однако некоторые источники сообщают о повреждении до 1000 домов. В результате инцидента без крова остались по разным оценкам от 8000 до 9000 человек. Основной версией случившегося власти называют неосторожность при использовании газовой плиты во время приготовления пищи в одном из домов, хотя ранее в качестве предварительных причин также рассматривалось короткое замыкание. О пострадавших и погибших не сообщается, однако материальный ущерб оценивается как колоссальный. Для размещения пострадавших власти развернули временные центры эвакуации. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим уже распорядился о выделении экстренной помощи семьям, потерявшим жилье в этой крупнейшей за последние десятилетия катастрофе для данного поселения. В воскресенье на регион Эль-Касим в центральной части Саудовской Аравии обрушился мощный атмосферный шторм, принесший с собой экстремальные осадки и крупный град. По данным Национального центра метеорологии, в отдельных районах провинции за сутки выпала годовая норма осадков, что привело к мгновенным паводкам и превратило засушливые долины в бушующие реки. Удар стихии сопровождался шквалистым ветром со скоростью до 60 км в час, который поднимал в воздух песок и пыль, снижая видимость на ключевых автомагистралях практически до нуля. В связи с критическими погодными условиями власти страны ввели красный уровень опасности, отменив занятия в учебных заведениях и перевели студентов на дистанционное обучение. Жителей призвали оставаться в безопасных местах и категорически избегать низин и русел высохших рек, которые из-за ливней заполнились водой за считанные минуты. Сообщается о подтоплении дорог и повреждении автомобилей крупным градом, однако информации о жертвах на данный момент не поступало. Синоптики предупреждают, что нестабильная погодная система, вызванная областью низкого давления над Аравийским морем, продолжит оказывать влияние на центральные и северные регионы королевства до конца недели. На Сахалине в середине апреля начался пик нереста Тихоокеанской сельди. Особое внимание привлекло побережье в районе портового города Корсаков, где море буквально закипело от огромных косяков рыбы, подошедших максимально близко к суше. После отлива береговая линия оказалась усыпана тоннами свежей рыбы. Массовый подход сельди к берегам южной части острова – природное явление, связанное с особенностями размножения этого вида. Рыба заходит на мелководье, чтобы оставить икру на водорослях, к которым она крепится благодаря своей липкой структуре. Из-за сильного прибоя и последующего отлива значительная часть косяков остается на песке. Жители Корсаковского района и гости региона собирают сельдь ведрами и мешками прямо голыми руками или при помощи простых сачков. Специалисты отмечают, что подобная ситуация типична для Сахалина в весенний период. Нерест продлится всего несколько дней, поэтому многие островитяне стараются успеть запастись рыбой, пока селедочный бум не пошел на спад. Аналогичные явления в это же время фиксируются и в других районах области, включая Холмский район, где сельдь также плотно подошла к прибрежной полосе.
Сильнейшие ливни, обрушившиеся на северные регионы Ирака, привели к масштабному гуманитарному кризису в провинции Дахук. В субботу экстремальное количество осадков, выпавших за последние сутки, спровоцировало сход мощных селевых потоков и резкий подъем уровня воды в городских кварталах. Потоки грязи и камней стремительно заполнили низинные районы, застав врасплох местных жителей и превратив улицы в полноводные реки. Основной удар стихии пришелся на жилой сектор, где десятки домов оказались затоплены или частично разрушены напором воды. Селевые массы заблокировали входные группы зданий, проникшая внутрь вода уничтожила мебель, бытовую технику и личное имущество граждан. Серьезно пострадала и городская инфраструктура. Десятки припаркованных автомобилей были смыты или погребены под слоем грязи, повреждены линии электропередач и участки дорожного полотна. Несмотря на значительный материальный ущерб, информация о жертвах на текущий момент не поступала. Синоптики предупреждают, что нестабильная погодная ситуация в регионе сохраняется, в связи с чем жителям настоятельно рекомендуется избегать поездок вблизи русел рек и предгорных районов, наиболее подверженных риску повторных сходов селей. В Пекине состоялось историческое событие, которое может кардинально изменить представление о возможностях современной робототехники. Человекоподобный робот впервые преодолел дистанцию полумарафона быстрее, чем это когда-либо удавалось человеку. В рамках специально организованного забега на 21 километр гуманоидные машины соревновались на отдельной дорожке параллельно с атлетами-людьми. Триумфатором гонки стал робот по имени Шандянь, в переводе как «молния», продемонстрировавший феноменальную выносливость и скорость. Согласно официальным данным организаторов, механический бегун пересек финишную черту через 50 минут и 26 секунд после старта. Этот результат шокировал спортивное сообщество, поскольку он оказался сразу на 6 минут и 16 секунд лучше действующего мирового рекорда среди мужчин, который принадлежит угандийскому легкоатлету Якобу Киплима. Для сравнения, лучший результат среди людей в этом же пекинском забеге показал китайский спортсмен, финишировавший с временем 1 час 7 минут 47 секунд, что делает преимущество молнии подавляющим. Несмотря на то, что достижение робота не может быть официально занесено в книгу легкоатлетических рекордов из-за его небиологической природы, данный успех наглядно демонстрирует технологический прорыв в области координации движений и энергоэффективности автономных систем. Стоит отметить, что первый подобный забег антропоморфических роботов состоялся в прошлом году. Тогда победитель финишировал за 2 часа 40 минут и 42 секунды. В Мангистауской области на западе Казахстана зафиксирована массовая гибель домашнего скота, вызванная экстремальными погодными условиями. По предварительным данным местных властей, из-за проливных дождей и шквального ветра, обрушившихся на регион, погибло более 100 лошадей. Основной удар стихии пришелся на Мангистауский район, в частности, на окрестности сел Акшимирау и Сайотес. Животные, сбившись с привычных маршрутов из-за сильных потоков воды и ветра, оказались в труднодоступных низинах, где почва превратилась в вязкую массу. Местные жители первыми забили тревогу, сообщив о пропаже животных. По их словам, потери в отдельных хозяйствах составляют от нескольких до 10 голов. Многие лошади увязли в глубоких солончаках, не имея возможности выбраться самостоятельно, другая часть скота была унесена паводковыми потоками. Массовое скопление павших животных обнаружено на участке между Сайотесом и 7-м разъездом в 120-150 километрах от районного центра. Астероид Апофис, получивший устрашающее прозвище «Бог Хаоса» в честь древнеегипетского демона тьмы и разрушения, стремительно приближается к Земле, готовясь к одному из самых захватывающих астрономических событий десятилетия. По данным НАСА, сближение произойдет в пятницу, 13 апреля 2029 года,
Небесное тело диаметром около 340-370 метров пронесется на расстоянии всего 32 тысяч километров от поверхности нашей планеты. Это уникальная дистанция. Астероид пройдет в 13 раз ближе Луны и даже ниже орбит геостационарных спутников связи. Несмотря на внушительные габариты и массу в десятки миллионов тонн, последние расчеты траектории исключают вероятность столкновения в 2029 году, однако гравитация Земли неизбежно изменит орбиту гиганта. Ученые рассматривают этот визит как редчайшую научную возможность. Миссия НАСА OSIRIS-APEX уже перенаправлена к Апофису, чтобы изучить его структуру сразу после максимального сближения. Это событие станет первой в истории человечества возможностью детально исследовать столь крупный объект на столь малом расстоянии, не покидая пределов земной орбиты, и поможет лучше подготовиться к потенциальным угрозам из глубокого космоса в будущем. В субботу столичный регион Новой Зеландии столкнулся с внезапным наводнением, вызванным экстремальными ливнями и грозами. Основной удар стихии пришелся на города-спутники Веллингтона, Лоуэр-Хат и Парируа, где всего за 1 час выпало до 77 мм осадков. В районе Стоукс-Вэлли сложилась наиболее сложная ситуация. Из-за резкого подъема воды были экстренно эвакуированы жители 25 домов. Напор воды в ливневой системе был настолько велик, что из смотровых колодцев вырывались 2-метровые гейзеры, заливавшие улицы и жилые помещения густым илом. В Парируа и прибрежном Плимертоне местные ручьи стремительно вышли из берегов, превратив дороги в бушующие реки. Жители Плимертона, уже неоднократно страдавшие от паводков в последние годы, были вынуждены в срочном порядке для защиты своих владений возводить заграждения из мешков с песком, однако вода все равно проникла в гаражи и жилые комнаты. Инфраструктура региона оказалась парализована. Основные транспортные артерии, включая государственное шоссе SH-58 и участки SH-2, были затоплены или заблокированы оползнями. Местные власти отметили, что масштаб бедствия застал город врасплох, так как интенсивность осадков значительно превысила прогнозы метеорологов. На сегодняшний день в регионе сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. В субботу на внутренние районы штата Сан-Паулу обрушился сильный шторм, сопровождавшийся градом, молниями и сильными порывами ветра. По данным гражданской обороны штата, наиболее серьезно пострадали города Ибиуна, Вот-Арантим, Сорокаба, Иту, Майринки и Пьедади. Стихия нанесла значительный материальный ущерб, зафиксированы многочисленные подтопления, падение деревьев и повреждение крыш домов. В Ибиуне шторм привел к частичному разрушению крыш зданий, а также к перебоям в электроснабжении в нескольких районах. В Сорокабе и Вот-Арантиме из-за ливня оказались затоплены основные проспекты и жилые кварталы. Несмотря на сообщения о семьях, оказавшихся в отчаянном положении из-за затопления домов и повреждения имущества, гражданская оборона сообщила об отсутствии пострадавших и погибших. Восточная провинция Сирии Дейр-эз-Зор столкнулась с разрушительными последствиями мощной песчаной бури, охватившей регион. Причиной природного катаклизма стали экстремальные порывы ветра в пустынных районах, прилегающих к долине реки Ефрат, что привело к подъему огромных масс песка и пыли. Видимость на основных транспортных магистралях, связывающих провинциальный центр с приграничными территориями, упала практически до нуля, что привело к полной остановке дорожного движения и ряду мелких дорожно-транспортных происшествий. Жители региона сообщали о плотной желтой стене, которая накрыла жилые кварталы и заставила людей укрыться в своих домах. Медицинские учреждения провинции переведены на усиленный режим работы из-за резкого наплыва пациентов с острыми нарушениями дыхания и аллергическими реакциями. Особенно тяжелая ситуация сложилась в лагерях для перемещенных лиц, где временные постройки не способны обеспечить должную защиту от мелкодисперсной пыли. Ожидается, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе еще некоторое время, после чего ветер сменит направление. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.